Все мы слышали о гидроэлектростанциях, но знаете ли вы, что существует ГЭС, из-за которой чуть не началась война? Или АГС, отключение которой привело к тому, что целая страна временно погрузилась во тьму? А что вы знаете про водохранилище, которое оказалось настолько огромным, что изменило ось вращения Земли? Не верите, что это возможно? Что ж, тогда приятного просмотра. Как вы думаете, существует ли связь между плотинами, водохранилищами, содержащими миллиарды тонн воды и землетрясениями? Нет? Что ж вы ошибаетесь? В 1967 в Индии, в районе Койна, в честь которого ГЭС и получила свое название, произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов. Оно принесло за собой многочисленные разрушения, тысячи погибших и десятки тысяч оставшихся без крова. Самое же шокирующее, это землетрясение было вызвано не природными процессами, а действиями человека. За несколько лет до этого здесь построили гидроэлектростанцию Койна с огромным водохранилищем. Вскоре оно наполнилось водой. Представьте, миллиарды тонн жидкости, которые буквально продавливают землю. Именно это стало спусковым крючком для тектонических сдвигов, приведших к ужасающему землетрясению. Ученые называют такое явление наведенной сейсмичностью. Это когда человек, сам того не желая, становится причиной природной катастрофы. Это не единичный случай. Подобные явления наблюдались и в других частях мира, где строили гигантские ГЭС. Водохранилища, созданные человеком, могут буквально разбудить спящие тектонические разломы. Когда вы будете слушать о других плотинах и водохранилищах в этом ролике, помните, за этим величественными сооружениями скрывается не только мощь инженерной мысли, но и потенциальная опасность. Природа не оставляет без внимания действия человека, иногда она напоминает о себе самым драматичным для человечества образом. Представьте себе место, где зимой температура опускается до минус 40 градусов, а летом поднимается до плюс 40, где реки замерзают, а ветер сбивает с ног. Именно в таких экстремальных условиях в самом сердце Сибири человек решил построить Саяно-Шушенскую ГЭС. Это самая мощная ГЭС в России. Она вырабатывает 6400 мегаватт энергии. Этого хватит, чтобы обеспечить электричеством все жилые дома в Москве. Около 12 миллионов человек. И еще останется энергия для других регионов. Ее плотина высотой почти 800 футов. Это как 80-этажный небоскреб, врезанный в скалы. Она держит напор миллиардов тонн воды, которая бурлит и рвется на свободу. Водохранилище, которое питает ГЭС, настолько огромно, что его видно из космоса. Его объем почти 20 миль в кубе. Это как 12 миллионов олимпийских бассейнов. Оно не только обеспечивает работу ГЭС, но и является домом для уникальной флоры и фауны. Однако за этой величественностью скрывается трагедия, которая потрясла весь мир. 17 августа 2009 произошла крупнейшая авария в истории гидроэнергетики России. Внезапный выброс воды разрушил турбины, затопив машинный зал. Вода сметала все на своем пути, 75 человек погибли, экономический ущерб был оценен примерно в 7 миллиардов долларов. Некоторые специалисты сравнивали Саяно-Шушенскую аварию по ее влиянию на экономические и социологические аспекты жизни России с аварией на Чернобыльской АЭС. Другие же ученые заявляли, что это сравнение некорректно. Эта авария стала горьким уроком для всей энергетической отрасли. Она показала, что даже самые мощные и надежные сооружения могут быть уязвимы, если пренебрегать техническим обслуживанием и безопасностью. С тех пор на станции установили новые системы автоматического контроля, чтобы предотвратить подобные аварии в будущем, были усилены меры безопасности. Ну а если вы беспокоитесь о надежности и безопасности, то обратитесь к профессионалам из производственного объединения «Система». Это ведущее производственное предприятие с полным комплексом работы и услуг от проектирования модульных зданий и домов различного назначения, любой степени сложности, до разработки дизайн-проектов, включая и внутреннюю отделку. Ребята дают гарантию на свою работу, что очень важно в наше время. На реке Цзиньшадзян в Китае, окруженной горами и лесами, жили десятки тысяч семей. Они веками выращивали здесь рис, ловили рыбу и строили дома. Но когда началось строительство плотины Силоду, все они были вынуждены оставить свои жилища. Чтобы создать водохранилище, властям Китая пришлось затопить огромные территории. 300 квадратных миль земли ушли под воду, это как если утопить целый город размером с Нью-Йорк. Многовековые леса, длинные поля с засаженным рисом, обжитые деревни – все исчезло под толщей воды. Но самое страшное – это судьба людей. Более 30 тысяч человек были вынуждены навсегда оставить свои дома. Это вызвало волну протестов среди местных жителей, люди выходили на улицы, требуя уважения к своим правам. Их выгоняли из мест, где родились они, их родители, деды и прадеды. Это была одна из самых масштабных программ переселения в истории Китая. Взамен людям обещали новые дома, компенсации и работу.
но вряд ли это способно заменить место, в котором выросли они и их предки. Когда вы смотрите на эту гигантскую плотину, помните, где-то под водой остались дома, поля и воспоминания. Это не просто вода, это слезы и надежды тех, кто когда-то называл это место домом. В реке Парана, одной из самых мощных рек Южной Америки, построена ГЭС Итайпу. Не просто электростанция, а жизненная артерия для двух стран – Парагвая и Бразилии. Она обеспечивает 75% энергии Парагвая и 15% энергии Бразилии. Это как если бы один источник света питал два огромных дома. Но что будет, если этот источник вдруг исчезнет? Ох, вы не поверите, но такое уже случалось. 10 ноября 2009 миллионы людей в Бразилии и Парагвае занимались своими обычными делами. Кто-то возвращался с работы, кто-то готовил ужин или смотрел телевизор. Внезапно погас свет. Не просто в одном доме или районе, в целых городах. Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Асунсьона, мегаполисы, которые никогда не спали, погрузились во тьму. Метро остановилось, оставив пассажиров в вагонах посреди тоннелей. Лифты замерли между этажами. На улицах воцарился хаос. Светофоры не работали, машины стояли в гигантских пробках. Аэропорты замерли, рейсы отменялись один за другим. Все дело в том, что ГЭС Итайпу внезапно остановилась. Все 20 гидроагрегатов перестали работать одновременно. Это было как если бы сердце энергосистемы двух стран внезапно перестало биться. Все началось с сильной грозы в штате Сан-Паулу. Молния ударила в высоковольтную линию электропередачи, вызвав ее обрыв. Это стало спусковым крючком для цепной реакции. Одна за другой линии перегружались и отключались, пока вся система не рухнула. ГЭС Итайпу оказалась отрезанной от энергосети. В считанные минуты более 50 миллионов человек остались без электричества. Огромные города, вся инфраструктура буквально зависела от одной станции. И теперь станция молчала. Но это не самое худшее, что могло произойти. ГЭС Итайпу не просто электростанция. Это гигантская плотина, которая держит миллиарды тонн воды. Если бы ее системы управления не сработали, последствия могли бы быть катастрофическими. К счастью, специалисты действовали быстро. В течение нескольких часов все гидроагрегаты были запущены, и энергия начала поступать в города. Когда свет вернулся, люди вздохнули с облегчением. Но этот инцидент стал для властей предупреждением. Он показал, насколько хрупкой может быть энергосистема, если она целиком и полностью зависит от одной единственной ГЭС. Вы уже узнали, что ради ГЭС правительство иногда готовы пожертвовать целыми городами и воспоминаниями поколений людей. Но готовы ли они пожертвовать шедеврами архитектуры? Песчаные пустыни Египта, где тысячелетия назад возвышались величественные храмы, были свидетелями расцвета древних цивилизаций, их верований и искусств. Но в 20 веке человек решил полностью изменить ландшафт, построив здесь Асуанскую ГЭС. Гигантский проект, который должен был обеспечить Египет электроэнергией и водой. Знаете ли вы, что первый проект плотины был предложен учеными еще в XI веке, но, к сожалению, не смог быть реализован при технических средствах того времени? В наше время строительство плотины оказалось более чем возможно, однако появилась существенная проблема. Там, где должно было располагаться водохранилище, находились храмы Абу-Симбел, шедевры древнеегипетской архитектуры, созданные более 3200 лет назад по приказу фараона Рамзеса II. Что же делать? Оставить храмы под водой, позволив им исчезнуть навсегда? Или найти способ спасти их? Как бы поступили вы? Египетские власти сделали свой выбор. В 1960-х при поддержке ЮНЕСКО началась одна из самых масштабных операций по сохранению культурного наследия в истории. Храмы Абу-Симбел были разрезаны на блоки, каждый из которых весил десятки тонн. Эти блоки аккуратно перенесли на новое место, расположенное на 60 метров выше и на 200 метров дальше от реки. Это была инженерная задача невероятной сложности. Каждый камень нужно было переместить с точностью до миллиметра, чтобы сохранить уникальные рельефы и надписи. Работы заняли 4 года и потребовали участия сотен специалистов со всего света. Но когда храмы были собраны на новом месте, они выглядели так, будто всегда стояли там. За этой кажущейся простотой скрывались годы труда, инноваций и решимости. Сегодня Асуанская ГЭС обеспечивает Египет электроэнергией и водой, а храмы Абу-Симбел остаются символом человеческой изобретательности и уважения к прошлому. История строительства Асуанской ГЭС служит напоминанием, что за каждым великим проектом стоит не только будущее, но и прошлое, которое мы обязаны защитить. Мы снова в Египте. Наверняка вы слышали про Нил, одну из самых длинных и значимых рек в мире. Для Египта она источник жизни, ведь 90% воды страны поступает именно оттуда. Но что, если одна страна решит построить гигантскую плотину на этой реке, изменив ее течение?
Именно это произошло, когда Эфиопия начала строительство ГЭС «Возрождение» на Голубом Ниле. Этот проект стал крупнейшей гидроэлектростанцией в Африке, способной вырабатывать 6450 мегаватт энергии. Для Эфиопии это был шанс обеспечить себя электричеством, стимулировать экономику и выйти из бедности. Но для Египта это оказалось угрозой. Страна, которая зависит от Нила как от источника воды для сельского хозяйства, промышленности и питьевых нужд, справедливо увидела в плотине риск сокращения водных ресурсов. Египет заявил, что такое вмешательство может привести к водному кризису, который затронет миллионы людей. Конфликт между Эфиопией и Египтом длился годы. Переговоры, угрозы, дипломатические маневры – все это стало частью борьбы за право контролировать Нил. Египет настаивал на том, что Эфиопия должна учитывать интересы стран, расположенных ниже по течению. Эфиопия, в свою очередь, утверждала, что имеет право использовать свои природные ресурсы для развития. Ситуация накалялась. В 2020-м Египет даже заявил, что не исключает военного решения конфликта. Однако это, к счастью, оказались только слова. На данный момент стороны продолжают переговоры, пытаясь найти компромисс. А нам лишь остается удивляться, как одна плотина может стать яблоком раздора между странами, каждая из которых борется за свои интересы. Плотина Баньцяо была построена в 1550-х как часть масштабного проекта по контролю над наводнениями. Дамба была сконструирована таким образом, чтобы пережить крупнейшие наводнения, которые случаются раз, как всем казалось, лишь в 1000 лет. Но у природы были свои планы. Вечером 8 августа 1975 года она показала, что даже самые прочные сооружения оказываются бессильны перед ее мощью. Люди готовились ко сну, не подозревая, что через несколько часов их жизнь превратится в кошмар. За один день выпало 1600 миллиметров осадков, когда, как обычно, вдвое меньше выпадало за целый год. Когда плотина разрушилась, 6 миллиардов кубических метров воды вырвались на свободу. Приблизительно это как если бы 2 миллиона 400 тысяч олимпийских бассейнов одновременно обрушились на землю. Гигантская волна высотой с многоэтажный дом сметала все на своем пути. Деревни, города, дороги, мосты. Люди пытались спастись, но поток настигал их слишком быстро. Тысячи домов были разрушены за считанные секунды. Около 20 тысяч человек погибли мгновенно. Но трагедия на этом не закончилась. После наводнения начались эпидемии, голод и разруха. Огромное множество людей осталось без крова, еды и питьевой воды. Восстановление заняло годы. Точное число погибших от последствий прорыва дамбы невозможно подсчитать. Оно варьируется от 170 до 230 тысяч человек. Эта катастрофа стала горьким уроком для всего мира. Она показала, что даже самые надежные плотины могут быть уязвимы перед стихией, и что за каждым таким проектом стоит огромная ответственность. Не только самая большая гидроэлектростанция в мире, но и самое крупнейшее по массе сооружение в мире. Можно было бы много времени посвятить рассказам о том, что для ее строительства пришлось переселить более 1 300 000 человек, что на это переселение ушло примерно треть всего бюджета строительства, что дамба настолько огромна, что вмещает в себя примерно 15 миллионов олимпийских бассейнов, а в случае ее прорыва под угрозой окажется около 300 миллионов человек, что в целях безопасности ее круглосуточно патрулирует китайская армия с использованием множества вертолетов, дирижаблей, бронемашин и роботов для разминирования взрывных устройств, что ее видно из космоса, как русскую Саяно-Шушенскую ГЭС. Но у меня есть для вас другой факт, который просто звучит как выдумка из научной фантастики. Представьте себе, что масса воды в водохранилище дамбы настолько огромна, что она сдвинула ось вращения Земли. Да, вы не ослышались. Но самое интересное в другом. Ученые подсчитали, что из-за этого сдвига продолжительность суток увеличилась на 0,06 микросекунды. Если кому-то из вас уже пришла невероятная идея, которая помогла бы всем нам увеличить продолжительность дня и больше успевать, то не волнуйтесь, мы уже все посчитали за вас. Для того, чтобы увеличить продолжительность суток на 1 час, Китаю понадобится построить всего лишь 60 миллионов дамб. Это, конечно, совершенно нереалистично. Масса воды, необходимая для такого изменения, превышает массу всех океанов Земли. Однако, мне кажется, китайские инженеры об этом всерьез задумались. Китай, который уже поразил весь мир своими гигантскими проектами, такими как Дамба-3 ущелья, видимо, готовится к новому шагу в будущее гидроэнергетики. На этот раз речь идет о супер-ГЭС на реке Ярлунг-Цангпо, которая станет одной из самых мощных и технологически продвинутых электростанций в мире. Ее мощность составит 500 тысяч мегаватт, это более чем в 2 раза мощнее Дамбы-3 ущелья. Видимо, кому-то в правительстве очень нужны лишние минуты в сутках.
Кроме того, Китай планирует построить плотину с помощью 3D-принтера. Да, вы не ослышались, это лишь звучит как фантастика, но уже стало реальностью в наши дни. Это сильно ускорит процесс строительства, повысит точность и экологичность. Хотите увидеть роботов, которые строят гигантскую плотину? Итак, мы прошли через 10 невероятных фактов о гигантских ГЭС. И теперь вы знаете, что эти сооружения не просто источники энергии, это символы человеческой изобретательности, амбиций и стремления к прогрессу. От ГЭС «Три ущелья», которая сдвинула ось Земли, до ГЭС Итайпу, питающей целые страны, и до ГЭС Саяно-Шушенская, построенная в экстремальных условиях Сибири, Каждая из этих гигантских станций рассказывает свою уникальную историю. но за каждым таким проектом стоят не только технологии, но и человеческие судьбы, экологические вызовы и сложные решения. Мы увидели, как ГЭС могут спасать от наводнений, обеспечивать энергией миллионы людей, но также, как они могут вызывать споры между странами, приводить к землетрясениям и человеческим жертвам. Гигантские ГЭС — это не просто инженерные чудеса. Это напоминание о том, что прогресс требует ответственности. Они показывают, как человек может укрощать стихию, но также заставляют задуматься, какую цену мы готовы заплатить за свет в наших домах и работу наших заводов. Спасибо, что были с нами в этом путешествии по миру гигантских ГЭС. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим роликом с друзьями. До новых встреч в мире удивительных фактов и невероятных историй.